Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Германии крупные химические компании и профсоюзы выступили за пересмотр правил торговли выбросами углекислого газа в ЕС, отмечая возможности экономического последствия для предприятий и занятости. Одновременно свежий опрос показывает, что немцы разделились по вопросу защиты Гренландии и сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Сегодня часть общества готова действовать твердо, другая опасается вовлечения Германии в международную напряженность. И это еще не все. Внутри Германии снова разгорается спор о повышении минимальной зарплаты до 15 евро, где профсоюзы и бизнес ведут острые дебаты о справедливости и экономической устойчивости. Будет ли зарплата 15 евро в час, разберу дальше. И еще финансовая политика Германии вызывает обеспокоенность из-за границы. Министр финансов Ларс Клинбольд срочно вылетел в Вашингтон, чтобы обсудить вопросы доверия к Берлину и стабильности еврозоны. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, крупнейшие компании химической промышленности Германии и профсоюз работников горной, химической и энергетической отрасли отправили официальное письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием срочно пересмотреть систему торговли выбросами углекислого газа в ЕС. Речь идет о европейской системе торговли выбросами. По оценке отрасли, нынешние правила уже приводят к резкому росту издержек, падению загрузки заводов и риску закрытия производства в Германии. В письме говорится прямо, что химическая промышленность теряет конкурентоспособность, потому что предприятия в ЕС платят за выбросы СО2 значительно больше, чем их конкуренты в Соединенных Штатах Америки и Азии. По данным отрасли, дополнительные расходы исчисляются сотнями миллионов евро в год, а загрузка производственных мощностей в Германии упала примерно до 70%. Требования сформулированы жестко: сохранить бесплатные квоты на выбросы хотя бы на уровне 2025 года, остановить ускорение сокращения бесплатных разрешений, не допустить переноса производства за пределы Европы. Сегодня это прямой конфликт с климатической линией самого Брюсселя. Урсула фон дер Ляйен последовательно продвигает ужесточение климатических правил, а химическая отрасль указывает, что это может привести к перераспределению производства и изменениям в объеме занятости и налоговых поступлениях, а выбросы могут сместиться в другие регионы. В Берлине давление растет на правительство Мерца, бизнес требует, чтобы канцлер Фридрих Мерц жестко отстаивал интересы именно немецкой промышленности в Брюсселе. Этот конфликт пока открыт, Брюссель выступает за климатические цели, немецкая промышленность за выживание производства, а правительство Мерца балансирует между экономикой и политикой ЕС. Следующая новость связана с обсуждением ситуации вокруг Гренландии. Исследование общественного мнения выявило жесткие настроения немцев по поводу Гренландии и отношений с Соединенными Штатами Америки. Согласно свежему репрезентативному опросу, 62% жителей Германии считают, что страна должна помочь защитить Гренландию, если Соединенные Штаты Америки попытаются вмешаться или предпринять агрессивные шаги против нее. При этом 32% выступили против такой помощи, а 6% не определились. Разрыв между политическими группами общества особенно велик. Внимание! Среди сторонников альтернативы для Германии АФД только 37% поддерживают возможность помощи Гренландии, тогда как остальные избиратели, а это в основном сторонники ХДС, ХСС, СДПГ и зеленых и левых, поддерживают такой шаг в диапазоне от 68 до 75%. В вопросе также уточняется, как именно распределяется готовность немцев идти на помощь. Внимание! 75 сторонников зеленых говорят «да», 71% сторонников ХДС, ХСС, 71% сторонников левых и 68% сторонников СДПГ считают, что Германия должна помочь. Для сторонников альтернативы для Германии АФД ситуация выглядит иначе. 59% этой группы выступают наоборот против помощи Гренландии, и только 37%, как я сказал, готовы помочь. Напомню, что причина конфликта – это обострение международной риторики вокруг Гренландии после заявлений президента США Дональда Трампа о стратегической значимости острова и возможных планах его контроля. Если бы Соединенные Штаты Америки предприняли активные шаги в регионе, это могло бы вызвать дополнительные вопросы по безопасности для членов НАТО, поскольку, вы знаете, Гренландия входит в состав Королевства Дании, являющегося частью Альянса. Поэтому сегодня мы с вами четко видим, что такой раскол в настроениях немцев отражает более широкое противостояние в Германии. Часть общества поддерживает активную позицию в защите союзников, другие считают, что вовлечение Германии в действия в регионе может привести к международной напряженности и дополнительным рискам.
Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии снова обостряется спор вокруг минимальной оплаты труда и, возможно, повышение ее до 15 евро в час. В Федеральном собрании сегодня прошло слушание, на котором представители бизнеса, профсоюзов и экономисты открыто столкнулись в дебатах о влиянии этой инициативы на экономику и рынок труда Германии. Сторонники повышения – это прежде всего представители профсоюзов и левоцентристских партий прямо говорят, цитата, «За 12,82 евро в час сегодня невозможно жить. Ставка 15 евро – это вопрос справедливости». Напомню, что официальная минимальная ставка в 2025 году составляла 12,82 евро в час и по плану поднялась до 13,9 евро в январе 2026 года. Дальше она поднимется до 14,6 евро в 2027 году. Но этого, по мнению профсоюзов, недостаточно, так как сегодня 6,3 миллиона рабочих получают зарплату ниже 15 евро в час, и многие из них вынуждены обращаться за социальной помощью. А вот критики повышения, это представители предпринимательских ассоциаций и экономисты, называют явление эффектом каминной тяги, имея в виду постепенный рост затрат. То есть, если повысить минимум до 15 евро, это автоматически поднимет зарплаты по всей линейке сотрудников, что ударит по малому и среднему бизнесу. В расчетах отраслевых союзов повышение затронет примерно 1,5 миллиона предприятий, особенно в розничной торговле, гостиничном бизнесе и сфере услуг. Они прямо предупреждают, цитата, «компании не выдержат резкого роста издержек и нам грозят сокращение и, как следствие, автоматизация». На слушании в Бундестаге стороны не обменивались, скажем так, мягкими формулировками. Представитель одной из торговых ассоциаций заявил, цитата, «Это не повышение зарплат, это удар по рабочим местам». В свою очередь профсоюзный лидер ответил, цитата, «Люди должны жить достойно, а не выживать на минимальную ставку». Сегодня этот политический конфликт выходит за рамки социальных дебатов. Канцлер Фридрих Мерц выступил с заявлением, что правительство готово рассмотреть повышение, но требует обязательных оценок рисков и поэтапного подхода, чтобы не разрушить конкурентоспособность немецкой экономики. Мерц также отметил, что резкие изменения без анализа последствий могут обострить проблемы занятости и увеличить нагрузку на малый бизнес. На международном фоне позиция Германии вызывает дополнительное давление. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, в недавних выступлениях подчеркивала, что стандарты оплаты труда влияют на конкурентоспособность в Европейском Союзе и должны учитывать общие экономические условия, чтобы не подрывать позиции всех европейских производителей на фоне США и Азии. А вот экономические эксперты предупреждают о реальных последствиях. Часть аналитиков согласна, что минимальная ставка в 15 евро может поднять уровень жизни низкооплачиваемых работников, но отмечая, что в то же время без пакета мер по поддержке самих предприятий и повышению производительности труда это приведет к сокращению рабочих мест и, как следствие, усилению давления на бюджет социального страхования. А дальше еще есть важная новость, которая вызывает обеспокоенность. Финансовый кризис вокруг Германии выходит на международную арену. Министр финансов Германии Ларс Клинваль внезапно вылетел в Вашингтон для консультаций с экономическими партнерами, включая представителей Соединенных Штатов. Официальная формулировка – это консультации по мировой финансовой стабильности. Но источники в Берлине и Вашингтоне говорят прямо, что речь идет о растущем недоверии к финансовой политике Германии и Европейского Союза, особенно на фоне спорных решений по бюджету и налогам, которые вызывают опасения за устойчивость еврозоны. Клинваль, как говорят представители немецкой делегации, прибыл в США в условиях повышенного внимания, так как партнеры отмечают определенную непредсказуемость Берлина в экономических вопросах. Это слово «непредсказуемость», которое звучит все чаще в дипломатических кругах. В центре конфликта вопросы долговой дисциплины, инвестиционных стимулов и реакции на внешние шоки. Американские экономисты прямо указывают, что Германия и Европейский Союз опасаются более жестких регуляций на финансовом рынке, которые Соединенные Штаты Америки считают необходимыми для предотвращения новых кризисов. Такая ситуация демонстрирует различия интересов между Берлином и Вашингтоном. Немецкие эксперты видят в этом сигнал, что Европа должна быть готова к собственным сценариям стабилизации и не полагаться только на трансатлантическое партнерство. На фоне этой ситуации правительство Фридриха Мерца оказывается под давлением. Мы сегодня видим с вами, что внутри страны критика за недостаток финансовых реформ, а снаружи требования от международных партнеров действовать быстрее и согласованнее. В свою очередь в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен уже неоднократно подчеркивала, что Евросоюз должен делать акцент и укреплять свою финансовую автономию и координировать экономическую политику стран-членов.
чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Таким образом, сегодня, по мнению аналитика, визит Клинболя – это не рутинная служебная поездка, а именно символ растущего напряжения между экономическими центрами мира, где Германия вынуждена играть как можно более активную и согласованную роль, иначе риск разногласий может перерасти в угрозу для стабильности всей еврозоны, а не только Германии. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.